Сколько он лет живет? Наверное, 90-го года, 91-го. Дорога очень плохая. На машине туда только в сухое время можно проехать. А только он на тракторе, на Куколке на своей ездит, на Владимир. А так, ну, кто туда ездит? Никто, только будет лесники какие там на вездеходе. Туда проедут. А то туда не доберешься. Не надо, наверное, мне туго зацеплять сейчас. Я ее послабже зацеплю. У него ни свету нету, ни газа нету, ничего нету. Там живет, ну, хотят все делать. Пускай делают на здоровье, только бы сели и пахали. Мы за это согласны все. Он хотел, чтобы там кто-то был, церковь обделали, там церковь-то есть. Ну, кто там пойдет? Здесь никто, немного, придешь в церковь, то немного, человек 20-15, так это что? Это разве люди? Ну, задача у него выжить в этих условиях, развести скот какой-то, существовать, а в отрыве от цивилизации. Так, на своем хозяйстве. Чтобы вот все у него было тут свое, земля своя, у него 100 что ли гектар, у него тут своей было земли, это вот все. Как бы, может быть, там наследников он хотел или что-то такое, чтобы потом с какой тут остался, чтобы все было как бы его тут вроде бы. Как сейчас помню, приехали мы к нему с каким-то там с товарищем с одним, зимой, да, зимой. Он нам говорит: у вас спички есть? Я говорю: да, есть. Он говорит: дайте ради Христа хоть сколько-нибудь. У меня осталась одна спичка всего. А нечем даже зажечь будет. Там вот, ну, вот эту печку растопить или лампадку эту растопить. Спичек нету. И денег нету купить этих спичек. Но зато он нас накормил. Картошка у него была такая маленькая, мелкая, вот с вишню. Я говорю: какая у тебя еда-то? Говорю: ну, как бы однотонная, но зато правда вкусно. Он говорит: а у меня ничего больше нет. Картошка вот выросла, я вот ее всю зиму ем, эту картошку. Так, Дмитрий Иванович, нормальный мужик, верующий, русский человек, что, свободно. Это вот деревня называлась Свободная. Он добился, наверное, года 2 или 3, что ли, да, назад того. Чтобы ее, ну, старое название было Никола Царевна. Вот и добился ее, чтобы переименовали, опять же, в Никола Царевна, а был Свободная. Живет круглый год. Давно, лет 15, наверное, точно. Вот как человек живет, без отопления. Ну, в принципе, там печка у него есть, дрова выписывает. Даже вот, даже живет, так сказать, один здесь, пожалуйста, пили тут свободно, что хочешь. И то приедет лесхоз, выпиши ему дрова. Да здесь никаких перспектив нет жить. Что тут жить? Просто жить, если философски рассудить, просто отдохнуть от всех людей, вот так вот, в уединении быть, да, действительно, что никого не видеть, не слышать, там, одному отдохнуть душой просто-напросто. Телом-то, конечно, может, и не вдыхаешь, а душой вот, да, что никто не тревожит, там, ничего, спокойно. Ну, забегали там то охотники, то вот лесники там зайдут.
живем? Колоду долбишь? Колоду. Молодец. Он приехал сюда женатый, у него была жена. Но он сюда поехал, а она не поехала. Они разошлись. У них есть дочь. Дочь бывала здесь у него, гостила по летам-то. Теперь не знаю, едет или не едет. А потом она не стала ездить, он стал один жить. Они не смогли бы здесь жить. Дочь была еще мала, у нее не было такого конкретного отношения в то время. Вот. А первая жена, действительно, она со слезами это все восприняла. Так один жил. А потом вот он в газету, что ли, написал, все, вот, дескать, я такой-то живу здесь. Вот приехала по рекламе Наталья. Вот теперь живет, не нарадуется. Он говорит, ты мне, говорит, послан Богом. Я, говорит, молился, чтобы мне Господь дал жену. Вот мне дал Господь жену. А я считаю, что Он для меня, исправление меня. То есть Он мне помог выбраться из той жизни, в мою сейчас настоящую. Ну как тут у тебя? Золото. Нормально все у меня. Я поеду на поле. Господи, благослови тебя. Сено пощу. Посмотри, Да, девочка. Господи. Может, Господь тебе поможет убрать. Ступай с Богом. Ну, я слышала, как вот он жил раньше. Он мог голодный ходить, холодный, босиком. Как-то он говорил, поехал он весь раздетый туда, в Дмитриевское. Ну, там спросил у кого-то фуфайчик, там дали ему, а приехал босиком. Уже мороз был. Ну, вот. Я говорю, ну что ж тебе никто никаких, хоть тапочки какие-нибудь кто не дал. Ну, никто мне не дал. Ну, там просвет там. Если только вот где вот оно держится, вот стоит. Ну там полегчает, я ее подниму. И я задумалась над смертью. Я задумалась и говорю, пожалуй, мне надо бы... Не знаю, почему я... Все говорят, ну там гроб, там страшно что-то. А я решила не гроб. Почему-то вот у меня какая-то мысль такая, вот, то, что я в лесу живу, мне хочется не гроб, а хочется колоду. Колоду, чтобы она была такая, ну просто вот из дерева вся была, чистая, деревянная. Он мне и говорит, Дима, надо у батюшки взять благословение. Ну, я поехала, когда на службу, вернее, пошла на службу, говорю, батюшка, благословите. Он говорит, да, благословляю.
Дим потом притащил дерево большое. Начал, конечно, он его делать, все. Ну, маловато оно получилось. Как говорят, шкафчик маловат. Узковат получился. Вот. Но мы теперь смотрим на него уже по-другому совсем. Мы решили его сделать для новой жизни. Для пчел, улей. От этого смешно. Когда я приехала, конечно, Дима был не таким человеком. И сейчас, вот когда вот сейчас я с батюшкой стала разговаривать, батюшка говорит, он очень-очень изменился. Когда он его здесь крестил, он крестился в 97 году, батюшка его крестил, он, говорит, был человеком, ну, каким-то ожесточенным на жизнь, такой вот он был. Он, говорят, два института кончил, один не докончил. Жил бы человек в Москве. Что его сюда принесло, меня самого интересует. Дмитрий Бранинц, он вообще-то в институт пришел после окончания ФТИ еще где-то в 85-м примерно году. Работал в самом продвинутом теоретическом подразделении ЦАМ. Вот, и мы с ним предполагали, ну, хорошие задумки. Но 91-92 год обрушил наши планы. Отрасль скатилась, была заброшена. Все, значит, ну, понятно, это всем известный кризис, изменение власти и прочие моменты. Безусловно, он сильный так в профессиональном плане, хотя всерьез добиться ему здесь ничего не удалось. Его поколение, как вспоминают с восхищением, потому что ни разу не встречали таких личностей, повторяю, неординарных, ну просто которые сходу мог сделать такие вещи, которые им вообще давались с большим, но более того, они даже то, что он оставил, то, что запрограммировал, они до сих пор, по-моему, не могут расшифровать. Считаем 5 лет в школе, да, 6 лет в институте. И опыт показывает, что еще 5 лет после института. Получается, у нас 16 лет, да, мы насчитали, непрерывной подготовки. Дальше надо работать. Я работал в ЦИАМе, надо делать, совершенствовать авиационные двигатели. Понятно. Но оказывается, что работу эту выполнить невозможно, уже не по моей вине. Осознание вот этой вот невозможности исполнять свое дело, оно приводило к печали, совершенно верно. Я сделал выбор, так сказать, не имея никаких, скажем так, направляющих ориентиров, которые позволили бы мне сделать правильный выбор. Вот, то есть, что бы я ни выбрал, все было бы ошибкой. Так что это страстное вот это ощущение в отношении общества тогда было. Но дело в том, что оно уже стало здесь неактуальным. Когда я сюда приехал, ну и что, мало ли что там кто-то чего-то. Блаженный кроций, кроткие, яко тие наследят землю. Я больше чем уверен, что у этих людей, которые мечтают выехать в сельскую местность, поселиться из городской, именно кротости не хватает, прежде всего. Как им укрепиться в кротости? Бросаться вот так, как я, в общем-то, да, в омут, невзирая ни на что, не стоит. Это опасно.
При отсутствии кротости не спасет ничего. Никакие средства, никакие инвесторы, никакие кредиты. Земля — это как бы под охрану попала, вот такую духовную охрану. Значит, в нее невозможно с наглостью ворваться.